Приветствую, друзья! Продолжаю разбирать резонансные новости мира и начну с первой важной новости. Это недавнее заявление Владимира Путина о том, что российские удары по украинской энергетической инфраструктуре будут приостановлены на 30 дней, вызвал широкий резонанс в политических кругах. Президент США Дональд Трамп, который активно позиционирует себя как ключевая фигура в возможном мирном урегулировании конфликта, представляет это решение как свой дипломатический успех. Однако немецкий министр обороны Борис Писториус совершенно иначе оценивает эту ситуацию. Министр обороны Германии Борис Писториус резко раскритиковал соглашение между Трампом и Путиным, назвав его нулевым результатом. Цитата: «Это фактически означает ничего, потому что украинская энергетическая инфраструктура уже защищена лучше всего», заявил он в эфире ЦДФ. Писториус также подчеркнул, что даже после телефонного разговора между Трампом и Путиным российские атаки на гражданскую инфраструктуру Украины не прекратились. Путин играет в свою игру, и я уверен, что американский президент не сможет долго за этим просто наблюдать, добавил министр обороны. По его словам, также рано или поздно США будут вынуждены отреагировать, потому что ставки слишком высоки. Цитата: «Я уверен, что наступит момент, когда ему придется реагировать в духе силы, в духе защиты американского авторитета на международной арене», подчеркнул Борис Писториус. С точки зрения немецкого министра, Путин использует это временное перемирие исключительно для укрепления своих позиций. Цитата: «Условия, которые выдвигает Путин для прекращения огня, на самом деле направлены на то, чтобы ослабить Украину», отметил Писториус. Он объяснил, что 30-дневная пауза позволит России перебросить дополнительные войска ближе к границе Украины или уже в оккупированные регионы. Путин использует любую возможность для перегруппировки и наращивания военной мощи, предостерег министр. Таким образом, этот шаг Кремля может быть не шагом к миру, а стратегическим маневром перед новым наступлением. После телефонного разговора Дональда Трампа с Владимиром Путиным Кремль заявил, что российский президент выдвинул ряд требований, без которых прекращение конфликта невозможно. И здесь среди ключевых условий, которые озвучил Путин, было прекращение поставок оружия и разведывательной информации от Запада в Украину. Однако позже Дональд Трамп в интервью Fox News заявил, что Путин якобы не требовал немедленного прекращения всей поддержки Украины. Что именно имел в виду Трамп? Этот момент остается до сих пор неясным, поскольку Трамп на самом деле не уточнил, о какой именно помощи идет речь. Только ли о военной поддержке или также о финансовой и гуманитарной помощи. Этот нюанс на самом деле имеет огромное значение, так как любое ограничение поставок может радикально изменить баланс сил в данном конфликте. Немецкий политик Михаэль Рот, председатель комитета по иностранным делам Бундестага и член СДПГ, высказал резкую критику в адрес переговоров между Трампом и Путиным. Цитата: «Украина по-прежнему находится в световых годах от мирного решения, потому что Путин в данный момент не заинтересован в мире», заявил он в эфире телеканалу РТЛ. Рот также убежден, что Путин играет с Трампом, удерживая его в состоянии неопределенности. Путин тянет время, потому что понимает, что Трамп ему еще нужен, пояснил он. Политик также отметил, что Трамп скорее учитывает пожелания Кремля, чем позицию украинского президента Владимира Зеленского. Цитата: «Трамп больше склонен идти на уступки Путину, чем учитывать требования Украины», заявил Рот. По его мнению, основная проблема этих переговоров заключается и в том, что они ведутся без учета интересов Киева. Рот предупредил, что попытки достичь перемирия или так называемого справедливого мира без учета мнения Украины приведут к негативным последствиям. Это всегда будет иметь обратный эффект и в конечном итоге обернется против тех, кто пытается заключить такие сделки, подчеркнул Рот. Шансы Трампа на дипломатический успех вызывают сейчас сомнения. Рот также скептически отнесся и к перспективам Трампа добиться реального успеха в урегулировании конфликта. Он заявил: «Я не понимаю, каким образом Трамп может добиться позитивного результата, которого мы все желаем», резюмировал он. И еще, друзья, одна резонансная новость. В политических кругах Германии разгорается новый скандал вокруг назначения Анналены Бербак на ключевую международную должность.
После того, как она во что бы то ни стало добилась поста министра иностранных дел Германии, теперь для нее подготовлена новая вершина в дипломатии. Это пост председателя Генеральной Ассамблеи ООН. Однако решение вызвало жесткую критику со стороны экспертов и высокопоставленных политиков. Одним из самых резких критиков этого назначения стал Кристоф Хойсхен, глава Мюнхенской конференции по безопасности. Он назвал ситуацию недопустимой и прямо обвинил власти в несправедливом отстранении более опытного кандидата. Цитата: «Это просто возмутимо. Заменить лучшую и наиболее квалифицированную немецкую дипломатическую фигуру на устаревшую политическую модель», заявил Хойсхен в интервью газете «Тагесшпигель». Под устаревшей моделью он, разумеется, имел в виду Анналену Бербак, а под лучшей дипломатической фигурой Хельгу Шмидт. Я хочу вам напомнить, что изначально еще в сентябре 2023 года правительство Германии выдвинуло Хельгу Шмидт на этот престижный пост. Шмидт на самом деле опытный дипломат, которая ранее была генеральным секретарем ОБСЕ, заместителем председателя попечительского совета Мюнхенской конференции по безопасности, а также важной фигурой во внешнеполитической системе Европейского Союза. Однако внезапно во вторник стало известно, что правительство изменило свое решение и теперь продвигает именно Анналену Бербак. Почему Хельгу Шмидт убрали? По официальным данным, все же немецкие власти решили изменить своего кандидата, и теперь Кабинет министров уже формально утвердил кандидатуру Анналены Бербак. Однако эксперты и дипломаты все же сомневаются в обосновании данного решения. В соответствии с внутренними договоренностями в ООН, пост председателя Генеральной Ассамблеи ООН на период 2025-2026 года должен перейти к представителю западноевропейской группы стран. Еще некоторое время назад стало ясно, что именно Германия получила право предложить своего кандидата на этот высокий пост. Когда же состоятся выборы председателя? Голосование за нового председателя пройдет в начале июня 2025 года. Срок полномочий, напомню, составит 1 год, то есть с сентября 2025 по сентябрь 2026 года. И если Анналена Бербак будет официально избрана, она намерена сложить свой мандат депутата Бундестага сразу после вступления в должность. Хочу здесь сделать еще акцент на мнении Хойсена, который высказался о концепции феминистской внешней политики, которую активно продвигает Анналена Бербак. Цитата: «Это и есть ваша феминистская внешняя политика», саркастично отметил он, подчеркивая тем самым, что реальная дипломатия требует опыта и профессионализма, а не просто следования каким-то идеологическим трендам. Критика Бербак, кстати, звучит не только от дипломатов, но и от бывших политиков. Экс-глава Министерства иностранных дел Германии Зигмунд Габриэл тоже не сдерживал своего скепсиса. В интервью газете «Тагесшпигель» он заявил: «Хельга Шмидт – великолепный дипломат, а Анналене Бербак еще многому у нее учиться». Это высказывание, как вы видите, прямо указывает, что Бербак не обладает необходимым уровнем квалификации и опыта, который может похвастаться Шмидт. Но, похоже, друзья, политические интриги внутри Германии решили все иначе. И еще одна новость, на этот раз со скандалом в партии Олафа Шольца. Лидер партии Заския Эскин вновь оказалась в центре острой критики. Результат парламентских выборов оказался провальным не только для социал-демократической партии Германии, но и для самой Эскин, которая, я напомню, получила всего лишь 12,9% голосов в своем округе. Внутри партии растет недовольство ее лидерством, и первые однопартийцы уже ставят под сомнение ее пригодность для дальнейшего руководства партией. После катастрофического результата СДП на парламентских выборах внутри партии все громче звучат требования именно об отставке Заскии Эскин. Одним из первых с резкой критикой выступил мэр города Фюрт Томас Юнг, который в интервью к газете Тагесшпигель заявил, что не видит для Эскин дальнейших перспектив в руководстве партии. Цитата: «Для товарища Эскин я больше не вижу задач в руководстве партии, которые могли бы принести СДП прогресс и пользу». Юнг также убежден, что СДП нужны решительные шаги и усиление позиции Ларса Клинбейля как единственного лидера партии. По мнению Томаса Юнга, решение сделать Ларса Клинбейля единственным партийным лидером и главой фракции СДП – это важный и правильный шаг. Цитата: «Я считаю, что СДП поступил правильно, укрепивший позиции Клинбейля, совместив его партийное и фракционное лидерство. Для меня он один из самых компетентных людей в СДП,
и настоящий надежный лидер для будущего. Против Эскин выступила не только действующая партийная элита СДП, но и бывшие высокопоставленные социал-демократы. Например, бывшая депутат Бундестага Дагмар Фрайтаг прямо поставила под сомнение легитимность Эскин как лидера СДП. Она заявила: партийный лидер, который в своем округе получает всего лишь 12,9% голосов, очевидно, не имеет поддержки среди граждан, а без доверия избирателей нельзя рассчитывать на признание в самой партии. Фрайтаг считает, что в интересах СДП Эскин должна осознать этот факт и добровольно уйти в отставку. Цитата: «Было бы желательно, чтобы Заския Эскин как можно скорее сама пришла к этому выводу и приняла решение уйти с поста». А я, друзья, вам напомню, что на парламентских выборах, которые состоялись вот буквально недавно, 23 февраля 2025 года, социал-демократическая партия Германии показала один из худших результатов в своей истории, набрав всего лишь 16,4% голосов. Таким образом, СДП опустилась аж на третье место, уступив блокам ХДС-ХСС Фридриха Мерца и альтернативе для Германии Алис Вайгель и Тина Хрупола. Этот разгромный результат только усилил давление на Заскию Эскин, ставя под сомнение ее вообще способности привести партию к успеху в будущем. Друзья, а как вы оцениваете заявление Владимира Путина о 30-дневном прекращении огня, позицию Трампа и критику Бориса Писториуса, а также как вы относитесь к профессиональным качествам Анны-Лены Бербак? Пишите свои мысли в комментариях, не забудьте подписаться на канал, чтобы не пропустить новое видео. Спасибо за вашу поддержку и хороших вам новостей!